Да-да-да. Мы сейчас находимся в Уишань, примерно, наверное, километров... Так, ну проезжайте, господа. Мыши. Мы его да. Ага, ну давай дайте начнем заново, да. Мы сейчас находимся в Уишань. Здесь мы бываем действительно очень часто, и в последнее время часто спрашивают, почему мы ничего не снимаем, потому что как-то очень давно, в одни из первых наших поездок, мы уже достаточно много сняли фильмов про Уишань, как вот, например, вот это про производство, в целом про Улуны, вот это немного про Дахунпао, вот фильм. Вот. Ну а сейчас мы в окрестностях Уишань, не так далеко от основной тесной территории. Сзади меня, кстати, находится рисовое поле. Вот. Кстати, это тоже считается высокогорный рис, и ценится он, конечно, не так, как высокогорный чай. Вот. Ну, по местным меркам это, конечно, можно назвать высокогорьем, но если в целом брать, то здесь не очень высоко, здесь так несколько сотен метров. Но тем не менее, вот этот вот рис, он считается очень классным из-за того, что здесь чистая вода, собственно, чистый воздух, хорошая очень экология и не так жарко, как, например, в долине, и поэтому получается он более вкусный. Вот. А едем мы сейчас по направлению чуть повыше в горы, где находятся чайные сады, которые, кстати, называются Бэншань, то есть как бы полуутесные, потому что это не совсем оригинальная утесная территория, но она прям к ней непосредственно прилегает. Вот. Здесь собирают чай как бы уже более таких простых сортов, но при этом тоже очень даже вкусный. Это, кстати, довольно молодые посадки, им всего 4 года. И здесь, кстати, сажаются молодые новые сорта. Вот это называется Цзимэйгуй, то есть пурпурная роза. Такие красивые новые названия. Это современная, скажем, селекция, то есть буквально только-только появились эти сорта. И, кстати, сейчас, так как у нас сентябрь, в общем-то, уже скоро будут собирать дунчха, то есть зимний чай. Видите, уже такой подросший росточек. Вот, надо еще примерно 2-3 недели подождать, и уже начинается сбор. Обычно где-то в середине-конце октября. Кстати, что интересно, здесь везде по всей плантации посажены гуйхуа, то есть османтус, деревья османтуса, вот они, вы их видите. Вот, они как бы укрепляют склон, а также создают некие такие естественные границы для сортов. То есть, если, например, здесь у нас Цзимэйгуй, то дальше там уже другие сорта, там, значит, по-моему, Шуйсян, потом, значит, там еще другие, то есть здесь довольно-таки большое количество сортов, в общей сложности больше 20. Вот, но они как бы так вот разделены по зонам, чтобы, во-первых, и сборщики знали, где что, во-вторых, как бы, чтобы было удобно. Вот. Как я уже говорил, посадки довольно молодые, то есть буквально еще 5 лет назад здесь был такой вот лесочек. Вот начали окультуривать только сейчас. Поднялись на вершину холма и как раз находимся на одной из границ посадок разных сортов уишаньского чая. Как вы знаете, их действительно несколько сотен. Однако сейчас выращивают все-таки в основном, как я уже говорил ранее, жоугуй, шуйсян, вот, а немного другие сорта, но вот эти вот жоугуй, шуйсян почти все площади занимают. Но сейчас некоторые фермеры высаживают и новые сорта. Например, вот этот вот Цзимудань, пурпурный пион. Кстати, вот действительно у него побеги немного такие вот пурпурноватые, но не все. Вот. Но так, если посмотреть, то видно, что молодые побеги очень сильно отличаются, вот, например, от соседнего жоугуя. То есть, если так вот взять вот именно два череночка, сравнить их, в общем-то, уже сразу видно. То есть здесь такой, знаете, пурпурный пион, он более немножко округлый листик у него, вот, форма немного отличается, даже размер отличается, да и сам черенок, вот, например, вот, немножко более ворсистый. Вот, это легко увидеть вблизи. Но издалека, на самом деле, выглядит как будто все одинаково. Чайные кусты и чайные кусты. Это очень интересно это увидеть вблизи. Наши друзья-фермеры сделали небольшой чхамяо, то есть чайный такой садик фошоу. Но не здесь, а в другом месте, немножко в стороне. Вот. Но случайно по дороге, видимо, обронили семечко, и тут вырос такой вот огромный куст фошоу. Фошоу это переводится как рука Будды. И называется он так не просто, абсолютно не просто так, потому что если посмотрите на размер листа фошоу, и, например, на размер листа вот даже самого крупного соседнего кустика Цзимудань, вот, вы увидите вот такую вот огромную разницу. Вот. То есть он даже прежде всего отличается по внешнему виду. Но также отличается по зубчикам, немножко другая у них форма, не только размер, но и форма. Вот. Ну и если взять вот лист такой снизу, более плотный, он действительно уже очень плотный. Кроме того, он скажет, что это далеко не самый крупный размер. То есть, например, вот
даже здесь можно найти вот такого вот размера. А если взять фошоу, например, из территории Джиньянь, то есть из территории утесной именно непосредственно, как я уже говорю, здесь у нас Бэньшань территория, то есть такая вот прилегающая к утесной, то там, собственно, есть Лаоцун фошоу, то есть старые кусты фошоу, где размер листа еще больше. Вот. Ну и, соответственно, чай там ценится еще выше из-за этого. Но, тем не менее, кстати, мы пили вот этот вот фошоу, именно вот бэньшаньский, он тоже очень-то довольно-таки вкусный, и при этом цена может отличаться там в 6-7 раз дешевле. Вот мы поднялись на самую вершину плантации, на вершину чайного холма. И только что фермер нам рассказал, чем отличается его чай от других. Собственно, такой классический рассказ, почему наш чай самый хороший. У каждого обычно находятся свои причины. В данном случае его чай самый хороший, даже лучше, чем тот, который непосредственно вот здесь от границы, да, их участков, даже лучше, чем тот, который на этой стороне холма. А почему? А потому что солнце восходит оттуда, и, собственно, во время утреннего солнца, то есть такое мягкое солнце как раз, собственно, солнце греет его чайную плантацию. После полудня, когда солнце в зените, когда получаются самые такие вот обжигающие и гораздо более негативно, скажем так, скорее влияющие на чайные кусты лучи солнечные, оно вот находится на вот этой стороне, на стороне соседа. Вот. И поэтому говорю, что когда я выбирал место для плантации, я очень внимательно смотрел, какую сторону холма выкупать, собственно, под посадки. И как раз вот эта сторона, получается, она отличается довольно сильно и в цене тоже. То есть такие вот интересные нюансы чайного фермерства.